Мы попали в GTA 5. У меня 5 звезд. Придется валить. Там вот что-то произошло. Перестрелка. К вывозу готов уже. Время катастрофически не хватает. Коншина валится, когда я подключаюсь, чем. Аэропорт жужжит. Всем привет, и сегодня опять летим в Майами. Опять будем отдыхать, сегодня летим в тот же самый резорт, а может не в тот же самый. Летим все, будет у нас приключения, будет у нас adventure, все собрались. Саня уже улетел, я улетаю сейчас, Вова должен был улететь с утра, но чуть-чуть попутал часовые пояса и купил билет себе на 10 вечера, или на 8 утра, или на 7, а получилось, что на 8 вечера, вот так, короче. Ну вот такая история, Артем едет на машине, и мы собираемся в путь. Давайте, ребята. Y'all know what it is, let me tell them what it was. It was 24/7 on the grind, one thing at a time. Hard to understand, kind of person got the state of mind. We was making moves every day, getting things in line. Прилетели мы уже в Майами, получили вот такую машину. Рентал нам выдали. Такая вот Соната у нас. Будем делать тест-драйв. На машине 20 тысяч миль, она вся уже покоцанная, разбитая. Ну, ничего серьезного, но тем не менее уже там вот тут, здесь бампер раскоцанный. Вот здесь, тут. Ну и везде какие-то маленькие такие царапины. Машина рентовская, люди просто никак, относятся без всякой любви и без всякого этого. Стоит на спорте, видимо, кто-то тут давал ей жизни. Ну, будем посмотреть. Надеюсь, что она отвозит нас, и мы получим положительные эмоции. Мне, честно скажу, интересно покататься на такой Сонате, на новой я никто не катался. Сравнить ее с Camry, сравнить ее с Altima. Ну, сейчас будем глянуть, что это за автос такой. Давайте в путь. Вот такое метро, старт-стоп кнопка. Сиденья электрические. Переключение скоростей вот такое. Экранчик какой-то. За $250 с климатом, я думаю, за $250 в неделю это нормально подходит нам. Вот такой трафик, сверху вертолетыч летает. Мы попали в GTA 5. У меня 5 звезд. Придется валить. Вот там вот что-то произошло. Перестрелка. Уходим! Приехали в магазин Костка купить продукты, и тут видим такую вот историю. Машину просто вот так кто-то заехал, чуть-чуть косо-криво, и встал. Для наших краев это нормально здесь. Всех приветствую у нас в Шабе. Что у нас тут происходит? А у нас тут доноров собралось один, но он еще не сильно разобран. Этого уже пора вывозить. К вывозу готов уже. Тот донор сзади тоже давно уже готов к вывозу. Короче, когда это все делать, время катастрофически не хватает. Вот закончили клиентскую машину, был у нее удар по низу, погнут подрамник, побиты кавера, там побиты радиаторы, конденсоры, всякое такое. Ну, уже собрали, надо антифриз залить и кондиционер заправить. И что-то еще, ручку, по-моему, сделать по мелочи. Вот еще одна клиентская машина, X, 19 год, почти 20. Здесь что-то произошло, стойку надо менять. А здесь стойка еще адаптивная. В общем, нужно заказать поменять. А в остальном-то у нас все наши машины, не клиентские, а их тут накопилось. Вот это. Кстати, ее давно купили уже, эту машину. У нее была проблема со звуком двигателя. Отдельная история, как-нибудь расскажу, выложу видео. До сих пор еще у нас. Вот еще наш лоурайдер, который тоже надо стойки поменять. Машина приехала без батарейки, к сожалению, такое бывает. Неплохая машина, но нет батарейки. И вот еще все надо чинить. Здесь у нас батарейка, здесь у нас, по-моему, тоже батарейка. Здесь мотор, здесь мотор. Здесь мотор. И вот машина недавно приехала совсем, P85+. Здесь тоже по батарейке что-то. Но точно еще непонятно, я еще не диагностировал ее глубоко. Но что-то не на связи. BMB-шка одна. Коншина валится, когда я подключаюсь с чем-то.
Короче, вот такие вот у нас дела. Работы куча. Ну что, будем потихоньку с этим всем справляться. Что делать, куда деваться. Ну и Артем нам тут BMW свою поставил, чтобы мы не думали, что у нас только одни Теслы. Не дает нам забыть про двигатели внутреннего сгорания. Не дает нам забыть и себе тоже. Но это уже его, конечно, дело. Нравится ему BMW, ничего не поделать. Вот так. Заезжаем мы в наш аэропорт Форт Лодердейл. Кого мы сейчас будем встречать? Ну, осталось еще чуть-чуть и уже будет Вова. Я так думаю. Хотя, кто будет, наверное, сами догадаетесь. Пополнение пришло. Ха-ха-ха. Пополнение. Ладно, чтобы Садись, прокатись на хорошей тачечке. Че, офигенно? Ты хочешь, чтобы я получил оргазм от новой Сонаты? Ну да. Ты же такой еще не вводил? Я такой еще не вводил. Вот, смотри, Ты такой еще не чинил. интересно, тут такой же мотор с таким же насосом. С таким же насосом не знаю, но довольно такая неплохая машина. Приятно. Да. Две скорости, одна задняя, другая передняя. О, не то, что ты, знаешь, понапридумывать. Первая, вторая, третья. Руль, конечно, такой с Bentley, наверное, с Continental GT немножко. Ну, конечно, как-то интересно они вот эту штуку сделали такое. Ну, может быть. Со вкусом, а что ты хочешь? Ну, такая. Не, ну она новая, во-первых, да, какой-то вот. Не знаю, наверное, Что, вообще не знаю, новая. проверено или- 20 тысяч этих. Поехали, куда едем, там нормально. Нам сейчас поможет навигатор. Навигатор нам поможет. Да. Ну, это вообще круто. Навигатор, помоги. Навигатор помогает. Ну вот. Солнечного Майами. Сегодня мы пришли сюда для того, чтобы ловить рыбу. Артем говорит, пошли половим рыбку. Никто не захотел, ну а мы решили сходить все-таки. Такой парк здесь. Мы здесь уже не впервые. В прошлый раз мы здесь поймали акулу. Молот. Сейчас будем пробовать ловить рыбку. Взяли наживку. Взяли Артема детей. С Богом, давайте. Видите, можно здесь ловить, сразу видно. Ага. Здесь, наверное, сюда такси подъезжает или почему? С этой стороны можно вроде бы как ловить. Лодки собрались, сейчас будут заходить. Наверное, в пакете. Звенит звоночек такой. Сейчас будет разводить мост, чтобы лодки прошли. Маяк такой красивый. Настали холода, и понемножечку начали у машины отваливаться разные хитеры. Вот нам приехала машина, и дилер один, который ее продает, наш знакомый, говорит, не работает хитер салона, не греет печка. Ну как бы окей. Я сделал термал-тест, и еще отвалился battery хитер, то есть тот хитер, который нагревает саму батарейку. Сразу же завалилось полностью, там почти в ноль, 200 килоом было сопротивление изоляции. И, в общем, каким образом мы поступили. Здесь еще DC-DC преобразователь стоит под правым подкрылком. То есть я сначала отключил PTC хитер, то есть cabin хитер, сделал перемычку, ничего не изменилось, а потом отключил battery хитер, тоже сделал перемычку, и сейчас термал-тест, после того, как я запустил и прошел термал-тест, у нас есть вот такие вот результаты. То есть PTC хитер, то есть cabin хитер, он как не работал, так он работать и не стал. Но вот у нас еще есть battery хитер и тоже failure. В общем, мы сейчас уже сняли с донора battery хитер, подкинем другой. И у нас есть cabin хитер, мы тоже подкинем его с другой машины. Единственная проблема, потому что этот хитер салона, cabin хитер, он находится аж вот здесь вот под компьютером, за торпедой. До него долазить не самое приятное удовольствие. Но, тем не менее, что делать? Сейчас все это дело разберем, заменим, посмотрим, какой будет результат. Но результат теста нам говорит именно о том, что совсем в порядке, кроме battery хитер и PTC хитер. Такие вот дела. Сначала подкинем battery хитер, еще раз сделаем тест. Снимаем корыто и добираемся до battery хитера. Мы вот с донора уже одного
стянули. Вот он, донорский battery heater. А, кстати, я мерил battery heater, тот, который стоит на сопротивлении изоляции мегаомметром. И у него было низкое сопротивление 0,4 мегаома. Поэтому такие вот дела. Можно его и так померить. А вот с PTC хитером так не получится. Там чуть-чуть по-другому он работает. Будем менять. А вот я меряю хитер донорский. И мы имеем здесь... И мы здесь имеем 200 мегаом, и сопротивление растет. Здесь видно, что с ним все в порядке. А вот с тем была беда, был меньше мегаома. Вот он, наш battery heater. Разъем отключен, просто надо его сейчас сейчас здесь зафиксируем. Так, значит, battery heater у нас заменен. Теперь я включу питание, еще раз сделаем термал-тест, посмотрим, как будет battery heater работать, все ли будет в порядке. А потом уже перейдем к основной нашей проблеме. Вот так. Контакторы клацнули, это хороший знак. Сейчас машина загрузится и включим термал-тест. Тут у нас уже заменен ретрофит на Intel стоит, заменен центральный компьютер, потому что это все-таки 13-й год. Обязательно открываем Gateway, иначе так не будет работать. И делаем термал-тест. Поехали. Термал-тест будет длиться примерно минут 5, поэтому посмотрим на результат. Во время термал-теста вся система термал, которая занимается всеми подогревами, охлаждениями, следит за температурой, поддержкой и все остальное, кондиционируя и так далее, она проверяет все. Она проверяет вентиляторы конденсоров, она проверяет шаттеры, проверяет сам компрессор кондиционера, проверяет хитеры, хитер салона, хитер батареи, в общем, всю термал-систему. И потом дает тебе заключение определенное, что, конечно же, облегчает диагностику. Термал-тест у нас закончился. Смотрим на результаты. Ага. Все, у нас остался файлер только по PTC хитер, то есть по кабин хитеру. Все остальное у нас окей. Хорошо. Теперь будем заниматься хитером салона. Сейчас разберемся, что с ним не так. На всякий случай прокачаем антифриз, сделаем Air Purge, чтобы у нас нигде не осталось воздуха в системе. Делаю это через онлайн, но можно делать и через экран. Но мы через онлайн, либо через скан, через нашу диагностику, мне кажется, он лучше прокачивает, меняет контур как-то повеселее, потому что через экран я делал несколько раз, мне не понравилось. Ну, на любителя, наверное. Значит так, у нас есть донорский хитер салона, вот он, PTC хитер. По сути, это такой нагревательный элемент высоковольтный. Но прежде чем его менять, потому что он очень там глубоко в торпедистый, там нужно много подразобрать, я для начала хочу проверить предохранители в самом DC-DC конвертере. А предохранитель находится вот здесь внутри. Но я его разбирать полностью не стану, я лишь прозвоню между разъемом вот с батареей, ну, это с High Voltage Fuse Box идет высокое напряжение сюда, и здесь оно раздается на хитер салона, хитер батареи, на компрессор кондиционера. Я просто
откручу вот этот коннектор высоковольтный и буду звонить сюда и сюда. И если предохранитель сгорел, то, естественно, звониться не будет. А если он целый, то звониться будет. Для начала проверю предохранитель, а если он целый, тогда уже полезем туда, в торпеду. Better wait, got the game by my lane. Toxic, insane, flame flux when I swing. Так, вот у нас вход, вот у нас получается кабин-хитер, вот у нас батарея-хитер и компрессор кондиционера. И сюда у нас не звонится один контакт. У меня схемы самого DC-DC этого старого нет, поэтому мы сейчас просто, он в принципе тут несложно снимается. Мы сейчас просто патрубки пережмем, снимем его и проверим предохранители внутри, потому что если мы разберем сам хитер с салона, всю торпеду, а окажется, что предохранитель загорел, это будет очень обидно. Поэтому снимаем DC-DC конвертер. Вот у нас на столе наш DC-DC конвертер, еще самой первой генерации. Вот у него здесь вход высоковольтный. И тут раздача кабин-хитер, battery coolant heater и компрессор. И 12 вольт здесь. Ну и управление дата здесь. А здесь внутри у него стоят предохранители. Мы сейчас открутим все эти болтики. Здесь, наверное, будет на каком-нибудь герметике стоять. Снимем крышечку с него и поглядим, что с предохранителем. Up with the chase, baby boy, you catch a case. Trapping every day like I'm in a real craze. Cops better wait, got the game by my lane. Toxic, insane, flame flux when I swing. DC, он, конечно, заклеен тут четко. Такое ощущение, что герметик стекольный какой-то. Он вообще только лезвием срезается. Не оторвешь, погнешь, еще крышка алюминиевая. А вот и наш DC внутри. Вот у нас два предохранителя здесь. А здесь у нас шины, которые входят в сам DC. Сейчас мы прозваниваем предохранители и поймем, что у нас тут как. Так, верхний звонится. Нижний нет. А вот нижний не звонится. Давай его достанем. Прозвоним более тщательно. Так, по-моему, найден виновник. Найден виновник вот этого торжества. Поэтому найдем такой предохранитель, заменим его, соберем DC и будем пробовать включать. Наверное, все-таки проблема в этом. Так, мы нашли с донора, взяли предохранитель с другого DC, но как бы он такого же номинала. Поэтому мы сейчас его попробуем вставить. Так, теперь работает. Мы, наверное, подкинем сейчас крышку просто вот так вот, не склеивая, и попробуем включить. Если все заработает, тогда склеим и соберем все на место. Better wait, got the game by my lane. Toxic, insane, flame flux when I swing. Сейчас мы пережмем еще вот этот второй патрубок и снова запустим термал-тест и поглядим, что у нас получится. Снова запускаем термал-тест. И ждем его результатов. Так, я чувствую, как пошло тепло отсюда. А это, в принципе, говорит, что, скорее всего, кабин-хитер работает. Поэтому сейчас термал-тест закончится, но уже есть шансы.
на то, что проблема была все-таки именно в предохранителе. Так, и что же у нас в этот раз показал тест? О, отлично. А тест у нас показал, что у нас no failure detected. Или no failure detected. Короче, все у нас окей. Тест прошел. Все зелененькое. Можно сказать, все получилось. Значит, что мы теперь делаем? Снимаем DC-DC, заклеиваем его, собираем все это дело. А с актуаторами, я так понимаю, CCM Actuators это заслоночки, которые открывают, закрывают. Поэтому мы собираем DC-DC конвертер, собираем все панели, и все, хитр салона работает, все отлично. Вот такой вот у нас был интересный кейс ремонта. Машина приехала с проблемой по хитеру салона, а в итоге поменяли хитер батареи и нашли проблему в том, что сгорел предохранитель самого хитера салона. Здесь DC-DC стоит на более старых моделях здесь, а на более новых моделях стоит здесь. Вот отсюда мы как раз и сняли предохранитель с донорского DC-DC. Ну вот и подошло наше путешествие к концу. Сейчас в данный момент взлетаем и будем садиться в Чикаго. Я, кстати, в Форт Лордердейл Плейн Шоу, там самолеты всякие летают. Ну и как раз мы пролетим этим же самолетом. Пусть посмотрят люди, как летает красивый аэробус или что это у нас, Боинг сегодня, да, Боинг 737. До встречи в Чикаго. Добро пожаловать в Чикаго.